от пациента. Это КТ выполнено после операции 30 сентября 2020 года, удаления полипа и септопластики. Прошло 1,5 месяца, неприятные ощущения сохраняются в носу и надбровном пространстве. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 37 лет. Дата исследования – 19 ноября 2020 года. Область исследования – придаточные пазухи носа. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. Придаточные пазухи не в полном объеме в зоне сканирования. В зоне сканирования свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Носовая перегородка на границе передней и средней трети смещена влево на 5 мм. В задней трети ее дефект длиной до 5 мм. Лобные пазухи, справа, пневматизация снижена за счет отека слизистой оболочки в области соустья. С обеих сторон слизистая оболочка утолщена до 5 мм, не полностью в зоне сканирования. Решетчатый лабиринт, пневматизация снижена за счет отека слизистой оболочки, преимущественно в задней трети воздухоносные клетки формируют единые полости. Гайморовы пазухи, медиальные стенки практически отсутствуют, сформированы соустья диаметром до 18 мм с обеих сторон. С обеих сторон участки локального отека слизистой оболочки до 5 мм. Не полностью в зоне сканирования. Основная пазуха и сосцевидные отростки височных костей, вне зоны сканирования. Заключение, КТ-картина состояния после оперативного лечения. Полисинусита. Искривление носовой перегородки, дефект в ней. Рекомендовано лор-врача. Ассистент кафедры, кандидат медицинских наук Котов Максим Анатольевич. Комментарий врача-рентгенолога. Вам, по всей видимости, делали не КТ, а КТК, то есть КТ на стоматологическом томографе. От этого не все пазухи вошли в зону сканирования. От этого и трактовка результатов затруднительна. В целом, видно, что было масштабное оперативное вмешательство. Практически полностью удалены внутренние стенки гайморовых пазух. В носовой перегородке дефект. Кроме того, признаки отека лобных пазух, решетчатого лабиринта, от этого у вас и боли. Вам имеет смысл показаться лор-врачу. Вопрос пациента. А дефект носовой перегородки сильно выражен, это получается инвалидность на всю оставшуюся жизнь, вместе с полностью удаленными стенками гайморовых пазух. Ответ кандидата медицинских наук Котова М.А. Около 6 мм. Для начала я бы переделал КТ на обычном сканере. И это не инвалидность.